конце октября 1845 года город Бостон был шокирован ужасным преступлением, совершенным под покровом ночи в одном из домов скверной репутации. Некая Мария Бигфорд, молодая особа легкого поведения, была убита в своей постели. Когда ее обнаружили, рядом с ее кроватью занимался костерок, и еще два таких же костра тлели в других углах дома. Убийца явно хотел скрыть следы своего злодеяния в огне. А надо вам сказать, что само по себе убийство проститутки не стало бы большим событием для города Бостона. В те годы беззащитная женщина легко могла стать жертвой насилия, и об этом забыли бы на следующий день. Но в этот раз шок вызвало даже не само преступление, а абсолютно неслыханная до того момента стратегия защиты, которую избрал нанятый семьей убийцы знаменитый адвокат Руфус Чоут. Чоут заявил, что его клиент невиновен, поскольку он совершил это ужасное злодейство во сне. Он действовал в приступе лунатизма, которым страдал уже много лет. Как будто викторианское общество до этого недостаточно боялось сомнамбул. Слово «лунатик» в современном английском языке означает не «лунатик», как в русском, а «буйный сумасшедший», как правило, в переносном смысле слова. Если в слове «crazy» имеется некоторая нота мягкого снисхождения, то слово «лунатик» означает, что такого человека нужно немедленно посадить на цепь ради общественной безопасности. Откуда же в обществе взялось это предубеждение перед людьми, бродящими во сне, предположительно при свете полной луны? И что мы вообще знаем об этом загадочном расстройстве? На самом деле лунатизм, правильнее говорить сомнамбулизм, гораздо более распространен, чем думают люди. От 15 до 30% детей хотя бы раз испытывают это состояние. Среди взрослых, правда, частота сомнамбулизма значительно падает, но тоже не до нуля. А в целом, граждане, предположительно, до 30% людей, это больше четверти, хоть раз в жизни испытывали приступ сомнамбулизма. Регулярные повторяющиеся случаи хождения во сне встречаются гораздо реже, не чаще, чем у 1,5% взрослых и 5% детей. Но это все еще значительное количество людей. А раз в жизни это может случиться с каждым четвертым. Причем далеко не все эти люди вообще в курсе, что это с ними случалось, потому что приступ хождения во сне сопровождается полной амнезией по пробуждению. Бывает, что человек просыпается, допустим, на диване перед телевизором, хотя он вроде бы помнит, что ложился спать в спальне, но он не уверен, очень уж он был вчера уставший. И не то чтобы он никогда не засыпал перед телевизором, это периодически случается. Может быть, он в этот раз ошибается, и он на самом деле так и не добрался до кровати и заснул прямо здесь. Более очевидно, если ты проснулся на кухне или в ванной комнате. И тут я сразу хочу сделать разграничение с потерей памяти по причине выпитого алкоголя. Если вы не помните, где вчера заснули и что до этого делали, потому что приняли на грудь больше, чем диктует здравый смысл, это не сомнамбулизм. Но если вы на абсолютно трезвую, просто очень уставшую и застрессованную голову заснули в одном месте, а проснулись в другом, и хоть убей не помните, как вот здесь оказались, весьма возможно, что у вас был эпизод хождения во сне. Хорошая новость, что этот факт сам по себе еще не является поводом к панике. Это не значит, что вы сошли с ума, и родные и близкие должны от вас запираться на ночь по своим комнатам. Это означает всего лишь, что вы плохо спите, что у вас расстройство сна. И да, это может оказаться одним из симптомов серьезного заболевания, но гораздо чаще это результат хронического стресса, недосыпа, разрушенного режима и приема некоторых медикаментов.
У маленьких детей такие эпизоды, даже повторяющиеся, как правило, вообще не должны вызывать тревогу. А у взрослых людей это признак того, что вам нужно серьезно заняться гигиеной сна и в целом подлечить свои нервы. Это не означает, что на следующую полную луну вы начнете кидаться на окружающих с кинжалом или превратитесь в вампира. Само слово «лунатизм» происходит, вы не поверите, от слова «луна». И оно отражает очень древнюю веру в то, что фазы Луны могут влиять на работу человеческого разума и на психическое здоровье. Еще в классической древности греческие и римские мыслители заметили, что Луна управляет приливами морей. И они решили, что она, следовательно, должна влиять и на жидкости в организме человека. Поскольку тогдашняя физиология рассматривала тело как систему, функционирующую на гуморальных веществах и влаге, это казалось совершенно логичным. Такие авторитетные авторы, как Гиппократ, Аристотель и Плиний-старший, писали о влиянии Луны на здоровье и поведение. И к средним векам стало общим местом, что психическое состояние людей зависит от лунного цикла. Люди, включая врачей, верили, что полнолуние может спровоцировать приступы безумия, эпилепсии и в целом всего того, что наши современники эвфемистичненько называют обострением. Тогда же появилось английское слово «лунатик», и к XVII веку этот термин приобрел официальное юридическое значение. Лунатиком называли человека, который считался недееспособным по причине душевной болезни. Причем это состояние проявлялось у него периодически, в отличие от, к примеру, слабоумного, чье состояние было стабильным. У лунатика же случались обострения, в особенности на полную луну. Веками народный фольклор связывал с полнолунием увеличение активности нечистой силы в целом и случаи мистической одержимости в частности, появление вампиров и вервольфов. Откуда же взялось это изумительно устойчивое и, надо заметить, международное поверье? Ну, во-первых, сразу скажу, что нет никакой реальной статистической связи полнолуния с патологическим поведением. Несмотря на то, что во многих странах полицейские и медсестры скорой помощи до сих пор уверены, что на полную луну у них самые тяжелые и хаотичные смены. И да, люди собрали статистику, и нет, корреляции между фазами Луны и обострением психопатологии не нашли. Откуда же люди вообще это взяли? До появления искусственного освещения ночи в полнолуние были значительно светлее, что, во-первых, провоцировало разнообразное противоправное и маргинальное ритуальное поведение, всяческие ведьминские шабаши и постязыческие ритуалы. Во-вторых, Луна своим светом действительно могла беспокоить и нарушать режим сна, что у людей уже неуравновешенных могло провоцировать приступы психических расстройств. А в-третьих, полная Луна предоставляла большую возможность для наблюдателей увидеть то, что в темную ночь происходило без свидетелей. В том числе то, что некоторые люди периодически встают с постели и начинают ходить и совершать какие-то действия, оставаясь при этом в состоянии глубокого сна. И их прозвали лунатиками, пораженными Луной, потому что при полной Луне их активность была более очевидной, чем в темные ночи, когда они тоже ходили, просто их никто не видел. Потому что на самом деле лунатизм – это вопрос не фаз Луны, а фаз вашего сна. Сомнамбулизм относится к парасомниям. Это категория расстройств сна, которая включает в себя аномальные движения, эмоции и сновидения, возникающие у людей во время сна или во время пробуждения. То есть, к примеру, бессонница – это не парасомния, а вот кошмары, от которых просыпаешься с криком и в холодном поту – да. Среди парасомний есть и странные, но совершенно безобидные, к примеру, гипногелия, смех во сне или разговоры во сне. И сомнамбулизм входит в их число. Все парасомнии связаны с частичным пробуждением во время переходов между фазами сна
или между сном и пробуждением. Сон, господа, это не одно цельное состояние от засыпания до пробуждения. Нормальный сон проходит ряд циклов, каждый из которых занимает порядка 1,5 часов. Представьте себе кораблик на волнах. Он поднимается и опускается, поднимается и опускается. Также и наше сознание во сне. Вы наверняка слышали, что сон делится на две основные стадии – быстрого и медленного сна. На самом деле стадию быстрого движения глаз, БДГ или РЭМ-сон, и стадию не РЭМ-сна, медленно-волнового сна. В свою очередь, медленно-волновой сон подразделяется на фазы N1, N2, N3. Рассмотрим их все по порядку. Структура нормального сна здоровых людей поразительно устойчива и предсказуема. Все люди, которые спят нормально, проходят за ночь несколько циклов сна, состоящих из чередования медленных и быстрых фаз, каждый из которых занимает от 80 до 120 минут, но в среднем 90. Как правило, человек проходит 5 таких циклов за ночь. Если вы умножите 90 минут на 5, то вы получите пресловутые 7,5 часов, которые повсюду рекомендуют спать. Мы здесь оставим за рамками людей с экзотическими расписаниями сна, которые вовсе не обязательно нездоровые, но оно не подходит абсолютному большинству. К примеру, приверженцы входившего недавно в моду полифазного сна, когда человек спит несколько коротких промежутков в течение суток и тому подобное. Таких людей меньшинство. Большинство из нас предпочитает спать ночью, за один раз в сутки. Так вот, когда вы ложитесь спать, вы сначала входите в фазу N1 – вхождение в сон, засыпание. Обычно она длится всего несколько минут. Активность вашего мозга начинает замедляться, тело расслабляться. Вы можете испытывать внезапные мышечные подергивания. Это ваш мозг замечает резкое падение мышечного тонуса, ошибочно принимает его за потерю равновесия и срочно сокращает мышцы. Или вы можете испытывать ощущение парения или падения. То же самое, это ваши мышцы расслабляются, но вы еще не заснули по-настоящему. Вас очень легко разбудить. Более того, если вас разбудить в течение фазы N1, то вы будете уверять, что вы не спали, а телефон сам выпал у вас из руки и шмякнулся на лицо. Но если вас не разбудить, вы войдете в фазу N2. Это уже настоящий сон. Электрическая активность мозга замедляется, сердцебиение замедляется, дыхание замедляется, температура тела падает. Даже в теплый день вам нужно хотя бы легкое одеяло. Теперь, чтобы вас разбудить, нужно уже как следует шумнуть или начать вас трясти за плечо. Вы не проснетесь от одного падения булавки на пол. Вы можете бормотать во сне и храпеть, и переворачиваться, но вы себя не разбудите. N2 длится около 25 минут, после чего вы впервые погружаетесь в по-настоящему глубокий сон N3. На этой стадии организм по-настоящему обновляется и восстанавливается. Повышается уровень гормона роста, ускоряется восстановление тканей, увеличивается иммунная активность, происходит дефрагментация памяти. Ваш мозг поглощен внутренней работой. Если вас разбудить из фазы N3, это будет мучительно. Вы будете просыпаться с ощущением, что вас с размаху приложили на асфальт. Вы будете совершенно дезориентированы, будете думать, к черту пусть увольняют, только дайте еще поспать. Если вы очень дисциплинированы и четко знаете, что вам нужно вставать кровь из носу, вы сможете придать себе вертикальное положение и даже вытащить себя из постели, да вы ничего не будете соображать. Если кто-то попробует с вами заговорить, вы будете отвечать: «Помолчи, дай мне прийти в себя». После фазы N3, примерно через час-полтора после засыпания, вы впервые входите в фазу REM-сна, быстрого сна. Это очень важная и парадоксальная фаза, когда ваш мозг чуть ли не настолько же активен, как в состоянии бодрствования. Ваши глаза быстро бегают под закрытыми веками, дыхание становится неровным, пульс колеблется, вы видите сны.
Зачем и почему человек видит сны, этот вопрос еще изучается и обсуждается. Но мы уже знаем, что в это время происходит обработка эмоций. Информация из краткосрочной памяти перекладывается в долгосрочную. И побочные эффекты этих процессов складываются в повествовательные сны. В принципе, мы можем видеть сны и в других фазах, но REM-фаза наиболее продуктивна на сны. И если вас разбудить в этот момент, вы сможете вспомнить, что вам снилось, или, по крайней мере, вспомнить, что вам вообще что-то снилось. Если же вы не просыпаетесь, вы через какое-то время снова войдете в фазу N2 и за ней в N3, и так несколько раз за ночь. Так вот, из-за того, что во время REM-фазы ваш мозг очень активен, ваше тело в этот момент отключается. Это специальный защитный механизм, он называется REM-атония. Скелетные мышцы, которые отвечают за движение тела, фактически парализованы, чтобы вы не начали реагировать на то, что происходит с вами во сне, и не наделали дел. Вам может сниться, что вы гребете в лодке, что вы убегаете от носорога, что вы играете на рояле, но при этом ваше тело лежит абсолютно неподвижно. Ну, то есть у вас подергиваются веки, вы не перестаете дышать, и ваше сердце бьется, но вы не машете руками и ногами, не вскакиваете с кровати. И поэтому приступы сомнамбулизма происходят не в этой фазе, когда вам снятся сны. Напротив, сомнамбулы начинают ходить во время самого глубокого и самого тихого сна – N3. Полагаю, что многие из вас до этого момента были уверены, что лунатики именно что ходят, потому что видят сны. Они в бессознанке разыгрывают свое сновидение. Это совершенно естественное логичное заключение, и ученые очень долго так и думали. Это ученые. Простой же народ однозначно списывал сомнамбулизм на какое-то сверхъестественное влияние. В лучшем случае это было влияние Луны, в худшем – одержимость демонами. Если вы среди ночи натыкаетесь на земляка, который с открытыми глазами слоняется по деревне и не реагирует на слова, явно, что он одержим нечистым духом. Что же такое сомнамбулизм? Сомнамбулизм возникает во время неполного пробуждения из медленно-волнового сна N3, когда большая часть коры головного мозга глубоко заторможена, в то время как двигательной системы нет. В нормальной ситуации вы глубоко спите, но вы можете ворочаться во сне, менять положение рук и ног. Но если баланс нарушился, вы можете встать с кровати и начать совершать привычные простые действия, не прерывая сна. И это ключевое слово – простые, доведенные до автоматизма действия. Такие действия, которые вы можете совершать без участия сознания. Сомнамбулы могут ходить, открывать двери, совершать привычные простые действия, к примеру, чистить зубы, расчесываться, есть. Это, кстати, не смешно. Это выделяется в отдельное расстройство, когда человек ест во сне, в прямом смысле слова. Лицо отсутствующее и практически нет реакции на внешние возбуждения. Он спит. Нужно разбудить, потому что он находится в фазе глубочайшего сна. При этом, если с ним заговорить, он может начать отвечать, но не обязательно. Но его ответы будут бессмысленными и не по делу. Это бессознательная автоматическая речь. Он не может совершать никаких новых или сложных действий. Поэтому, кстати, возвращаясь к началу этого рассказа, юридическая защита очевидного преднамеренного убийства с попыткой сокрытия улик через лунатизм не имеет никакого смысла. Очень интересно, кстати, что классический пример лунатизма в литературе в романе Уилки Коллинза «Лунный камень» на самом деле таковым не является. Мне очень не хочется спойлить сюжет для тех, кто не читал. Поэтому, если вы не читали эту совершенно замечательную книгу, этот классический детектив с прекрасными характерами и круто закрученным сюжетом, то, пожалуйста, перепрыгните по тайм-кодам внизу в описании. Для тех же, кто знаком с романом, хочу обратить ваше внимание, что
Поступок Фрэнклина Блэка, из-за которого завязывается вся история, совершается не в приступе сомнамбулизма, а в наркотическом опьянении. И это не одно и то же. Фрэнклин крадет лунный камень под воздействием настойки лауданума, который дал ему за ужином шутник-доктор. Он не находится в состоянии нормального сна. Он действует под воздействием наркотика. И поэтому его поступки не соответствуют поведению лунатиков. Кража камня не была повторяющимся привычным действием. Это была уникальная реакция на сложившуюся угрозу. И это не то, как действует настоящий сомнамбула. Иногда лунатики способны совершать, казалось бы, сложные действия, но только в рамках повторяемости и в ситуации отсутствия рациональной эмоциональной оценки. И я объясню. К примеру, известно, что в крайне редких случаях люди в приступе сомнамбулизма садились за руль и начинали вести машину. Или туда же классические байки о сомнамбулах, бродящих по краю крыши или по перилам моста. По этому поводу есть целая итальянская опера «Сомнамбула» 1831 года выпуска. В ней поется о том, как девица Амина была обвинена в неверности жениху, когда ее среди ночи обнаружили в спальне постороннего мужчины. Амину в конце концов оправдали, когда увидели, как она ходит по узкому и шаткому мосту в состоянии сомнамбулизма. Опера, которая требовала от солистки не только вокальных, но и акробатических способностей. Это рискованное поведение возможно исключительно потому, что мозг сомнамбулы в значительной степени отключен. Его эмоциональные реакции затушены. Им неведом страх. Они не способны к рациональной оценке своих действий. Они могут поставить себя в опасную ситуацию, сами того не ведая, а проснувшись, не будут об этом помнить. Еще одна характерная особенность сомнамбулизма – это полная амнезия по пробуждению. Поскольку их сознание отключено во время эпизода, то он совершенно не фиксируется в памяти. Есть интересная версия, что стандартный сказочный сюжет о волшебных помощниках, всяких домовых или эльфах, которые по ночам тайно помогают какому-то хорошему человеку справляться с его работой. Это как раз фольклорное объяснение последствий лунатизма. Что, хозяин? Надо. За место нашей избушки поставьте как бы королевские палаты. И от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальный. Это, конечно, очень смелая, но интересная версия, что в прошлом люди, сами того не зная, по ночам выполняли свою работу в состоянии сомнамбулизма, а просыпаясь, совершенно не понимали, кто за них все это сделал. Должно быть эльфы. Также сверхъестественные ночные путешествия на закорках ведьмы или на метле. Неплохо, хоть и, опять же, совершенно не доказано, объясняются эпизодами сомнамбулизма, когда люди просыпались где-то в полях, далеко от дома, и понятия не имели, как они там очутились. Не иначе, как нечистая сила унесла. В XVII веке врачи начали, во-первых, систематически документировать случаи сомнамбулизма, а во-вторых, рассуждать о них с медицинской точки зрения, как о нарушении сна, что было большим скачком от фаз Луны и демонического контроля. Но это понимание не уменьшило страхов вокруг сомнамбул. То, что люди признали, что хождение во сне – это не проделки демонов, только увеличило их ужас перед этим явлением, перед необъяснимой потерей самоконтроля по ночам. Страх перед внешними сверхъестественными врагами переместился вовнутрь и превратился в страх перед собственной психикой, перед ее экстремальными и неконтролируемыми проявлениями. Есть другая, гораздо менее известная, чем «Лунный камень», но зато напрямую относящаяся к нашей теме художественная книга. Эдгар Хантли или «Мемуары сомнамбулы». Очень оригинальное произведение. Я получила огромное удовольствие от чтения, но не буду рекомендовать ее никому, кто не привык читать романы XVIII века издания. Эта книга считается одним из первых образцов готического триллера.
Так в ней детективный сюжет закручен вокруг приключений аж двух лунатиков. И их опыт описан на удивление реалистично, и он становится при этом основой романа ужасов. Нет ничего ужаснее потери контроля над собственным телом и собственным разумом. Очень долго люди совершенно не разграничивали сомнамбулизм и гипноз. На деле это два совершенно различных состояния сознания, хотя со стороны они могут быть похожи. И, к примеру, в фильме 1920 года «Кабинет доктора Каллигари» злодей заставляет лунатика подчиняться своей воле и во сне убивать людей. Такая кошмарная комбинация лунатизма и гипноза. По чистой случайности туда еще не прилепили зомби. Но это совершенно разные вещи. Сомнамбулизм происходит в состоянии глубокого сна. И человек совершает только привычные действия по собственному, хоть и бессознательному выбору. Гипноз же, напротив, происходит в состоянии полного бодрствования. Это не сон. Поэтому загипнотизированные люди могут, во-первых, воспринимать команды. И, во-вторых, выполнять достаточно сложные задания, побуждаемые другим человеком. Сомнамбулы же будут игнорировать ваши приказы, даже если они делаются для их же блага. Как правило, приступы лунатизма происходят в первую половину ночи, когда периоды глубокого сна длиннее. Чем ближе к утру, тем глубокий сон становится короче, а фазы быстрого сна увеличиваются. Как правило, естественное пробуждение происходит именно в течение или в конце РЭМ-сна, и это приятное и легкое пробуждение. Лунатика же разбудить, еще раз повторяю, очень сложно. Но нужно ли? Разумеется, старый предрассудок, что лунатика ни в коем случае нельзя будить, потому что он от этого сойдет с ума или у него остановится сердце, это неправда. Тем не менее, будить сомнамбулу во время приступа крайне не рекомендуется. По определению фазы М3 это будет очень тяжелое и неприятное пробуждение, сопровождаемое сильной дезориентацией. Человек не будет понимать, что происходит. Он может сильно испугаться, он может начать отбиваться, может вас ударить, может сам удариться или упасть. Поэтому сомнамбулу по возможности будить не надо. И поскольку подавляющее большинство сомнамбул, с которыми вы можете столкнуться, будут маленькими детьми, их просто нужно поднять аккуратно на руки и отнести в постельку. Но если это взрослый человек, то вопрос сложнее. Если он просто сидит перед выключенным телевизором и тычет в неработающий ремоут, пускай. Но если вы видите, что ваш дорогой сомнамбула берет в руки нож, направляется к лестнице или садится в автомобиль с намерением куда-то ехать, от такого поведения их нужно каким-то образом отвратить. Пытаться будить – это последний крайний вариант. По возможности просто сделайте так, чтобы человек не мог себе нечаянно навредить. Закройте дверь, отберите ключи. Это не всегда получится, но иногда вы можете побудить сомнамбулу вернуться в кровать. Вообще, сам по себе сомнамбулизм, повторяю, не опасен. У детей может случиться несколько эпизодов сомнамбулизма, которые потом прекращаются и не повторяются. На самом деле сомнамбулизм имеет значительный генетический компонент. Если у ваших старших родственников были случаи сомнамбулизма, это значительно повышает вероятность того, что это случится и с вами. С другой стороны, сомнамбулизм у взрослых может являться симптомом других проблем. Это, скорее всего, сигнал высокого стресса, нарушений сна, недостатка сна. И бороться надо именно с этими подспудными причинами, а не с самим хождением во сне. Также настоящий сомнамбулизм следует отличать от расстройства РЭМ-сна, когда не срабатывает этот самый предохранитель, отключающий мышцы, и человек действительно начинает проигрывать происходящее во сне.
Это гораздо более редкое расстройство, как правило, начинающееся в зрелом возрасте. Оно сопровождается бурной двигательной активностью, и человек по пробуждении помнит, что ему что-то снилось. Это может быть ранним симптомом Паркинсона и требует наблюдения и лечения. Настоящие же сомнамбулы никогда не помнят, что ходили во сне. Они уверены, что спокойно, крепко спали в своей кровати всю ночь. Что дало мне интересную идею розыгрыша на 1 апреля. Не делайте этого. Не говорите своим родным и любимым, что они лунатики, просто они не помнят, как ходили во сне. Не делайте поддельных фотографий. Или не говорите им потом, что это я придумала. Хороших вам снов, не упадите с крыши. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!